О нациях и национальностях. Что такое нация или национальность? Наука не дает нам полноценного ответа на данный вопрос, хотя и в ней, и в целом в информационном пространстве присутствуют некие определения этому понятию. Тем не менее, и они также не могут быть исчерпывающими и раскрывающими всю ее суть, так как прежде чем делить или распределять людей по национальному или расовому признаку, нам необходимо перво-наперво ответить на основополагающий вопрос о том, что такое человек и чем вообще является мир, в котором мы все находимся. Другая сторона вопроса, если мы говорим о нации, национальности и опираемся на научный подход в определениях, то мы должны выделить здесь эталонные единицы, то есть образец человека, представителя той или иной нации. Но таких эталонов, как известно, нет. И даже известная попытка выставить такой эталон нацистской Германии, как известно, оказалась провальной, так как молодой человек, которого выставили в качестве такого образца и которого звали Вернер Голдберг, как позже выяснилось, оказался носителем, как это принято говорить в простонародье, еврейских кровей. Если обратиться к накопленным знаниям человечества об устройстве самого человека на микроклеточном уровне, то мы здесь заметим, что у всех видов на Земле есть генетически устойчивое ядро и генетически отягощенная периферия. И можно сказать, что судьба всех видов на Земле зависит от генетически устойчивого ядра и не очень зависит от генетически отягощенной периферии. Но у человека все иначе. Человек — это прежде всего энергоинформационная система, представляющая из себя такую форму жизни, которую можно было бы обозначить как некую электромагнитную подстанцию, подключенную к единому источнику изначальной энергии, но временно не чувствующему это подключение. То есть тут мы можем говорить о зависимости больше от полевых структур при формировании личности, чем от биологической составляющей. И как показывает жизнь, полевая составляющая, в зависимости от ее содержания, в процессе развития и становления личности обладает свойствами оказывать воздействие даже на биологическую структуру через энергию химических реакций для упорядоченного движения молекул.